Мальчики и девочки, приветствую всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня расклад будет на следующую тему. Я даже не знаю, как его назвать. В общем, связано с состояниями депрессий. Если вы чувствуете, вот такое желание, чтобы вам кто-то помог, ищите выходы из ситуаций, зациклились на черной полосе и не верите в то, что белое наступит, в отношениях одиночества, знаете, такая некая психическая импотенция, ориентированы как-то на безвозвратно ушедшее прошлое. Возможно, вы вообще недавно расстались. Сидите, думаете на данный момент, либо же чего-то ждете, либо пережидаете, либо вообще остановились для самокопаний, как бы выйти из некой тупиковой ситуации. Разочарование сами собой разумеющееся в этом состоянии. Короче говоря, если вы пребываете в подобных энергиях и хотите узнать, по какой причине вообще это происходит, возможно, для чего вам эта ситуация, вот я и буду делать этот расклад. По диагностике мне показал один из моих оракулов, что нужно посмотреть именно эту нишу, давайте скажем так. То есть расклад, в принципе, по сути, идет на проблемные, опасные, конфликтные ситуации, короче говоря, поглядим, а стоит ли вам переживать по этому поводу. Что будет, не знаю сама, сейчас будем глядеть. Не знаю пока на какой колоде будем смотреть это все. Давайте все-таки Анима Мунди. Пусть будет она. Итак, вопросов будет рассмотрено 10 штук. И давайте я их, скорее всего, буду озвучивать в процессе, дабы не повторяться, не путаться. Расклад будет на одну позицию. А там смотрите сами, подходит, не подходит вам. Итак, смотрим, как зарождалась ваша проблема. Короче говоря, было циклично, то взлеты, то падения, но в итоге это все привело к временам бедности. И несмотря на это, вы в чем-то отточили навыки. Возможно, вы научились быть в стесненных обстоятельствах, довольствоваться малым. Но при этом продолжали конструировать свою мечту. Чему-то обучались. Благодаря этой ситуации, которая у вас произошла. Она вас научила
усердно что-то выполнять. И это что-то должно было по итогу привести вас к улучшению ваших жизненных обстоятельств. Давайте сейчас колесо фортуны посмотрю, что там. Что у нас сегодня? Опять неудавшиеся партнерские отношения. Смотрите, взлеты и падения, это типа, возможно, даже отношения с манипуляторами. Не обязательно, чтобы это были партнеры. Здесь и друзья могут проходить, и коллеги, и товарищи. То есть, знаете, то хорошо, то плохо. То по голове погладят, то побьют, да. То есть, ну, и в итоге, возможно, эти отношения вообще сошли на нет. Эти отношения вообще ставили вас на выбор, это раз. Во-вторых, у вас вы были лишены своей решительности, своей смелости в итоге. Вы перестали быть уверенной в себе или уверенным. Так, ну давайте, что там в навыках отточили. Вы отточили, видимо, свой... Вот терпение оттачивали свое, понимаете? Вы понимали, что медленно, но уверенно нужно идти к своей мечте и действовали так, как считаете нужным. То есть вы планировали и понемногу, да, не быстро, но по чуть-чуть двигались к своей цели. Возможно, знаете, как отношения, которые вообще вас привели к тому, что у вас в деньгах были проблемы, ну, от вас вот этими болтанками, да, то буду, то не буду, то хочу, то не хочу. Человек качал ваш ресурс, вашу энергию. Вы знаете, вы здесь, в этих отношениях, либо же в ситуации, где вам пришлось выбирать, вы как будто потеряли знание о том, чего вы стоите и чего вы хотите. Внутреннюю силу потеряли. Но это вас привело к определенным навыкам, понимаете? И это неплохо. По итогу это неплохо. Но будем смотреть, что дальше. Итак, смотрим. Второй вопрос. Фактор, который сдерживает вот эту проблему вашу. Да я не понимаю, что карты все переворачиваются. Смотрите, какой фактор? Во-первых, у вас есть сила на достижение своих планов, вот этих. Вы спланировали движение вперед. Начали что-то в реальность вводить, вот эти планы. Но и в итоге вы как будто отказались от этого. Да, вы ушли в самопознание. Оставили ситуацию позади. Вопрос в том, почему вы это сделали. Не сидите ли вы вот в том прошлом? Как будто убежали от реальности, которую вам Вселенная давала. И отстранились.
Знаете, как вот планировали, все делали, да, как бы для этого. Здесь 8 пентаклей и 7 пентаклей, все шло. Здесь вам дают запал, открывают двери на ваше движение вперед, а вы сливаетесь. По какой причине сливаетесь? Я же сказала, смотрите, 6 кубков выпадает. Вы застряли в ностальгии. Застревание в ностальгии, в воспоминаниях о прошлом. Вы зациклились. Вам нужно сосредоточиться на настоящем моменте. Тем более вы фундамент простроили, и только вам дали, знаете, искру на это все, вы просто уходите. Вот какой фактор сдерживает решение вашей проблемы. Так, смотрим теперь, от чего вам следует отказаться. Ой, девочки и мальчики. Вот, видимо, по этой причине я и не делаю много раскладов на отношения. У меня почему-то вот всегда идет вот такой поток. Смотрите, здесь от чего вам следует отказаться? Возможно, человек из прошлого, ваш муж однозначно. Если не по документам жили вместе, вы были связаны, вы были императрицей в этих отношениях и королевой кубков. Здесь вам нужно отказаться от чувств к вот этому прошлому. Ваше будущее не там, где этот человек. Понимаете? Или эти люди, эта ситуация. Не нужно идти на связь, с которой, во-первых, будут забирать ваши плоды, ваше изобилие, будут забирать вашу защиту, защиты послетают. И здесь, знаете, как захотят пробудить вашу заботу, сострадание, притупить вашу интуицию, либо же воспользоваться вашими советами, дабы, понимаете, ну вы же такая добрая, открытая, можете, ну как бы раньше же помогали, раньше на вас вообще пахать можно было. Понимаете, ссылаются на то, что вы чувствуете эмоции других. И вот простраивают связь с вами на будущее. Причем планы далеко идущие. Вы для них как дверь в новые возможности, дверь к росту. И они строят по отношению к вам долгосрочные перспективы, понимаете? Хотят, чтобы вы приняли изменения. А какие изменения вы должны принять, по их мнению? Здесь провокация конфликта, чтобы вы через конфликт сливали свой потенциал, потому что здесь вам дали вот этот вот запал на ваше новое, да, предприятие. А через этого человека вы можете, через вот такие все моменты вы себя сливаете. Здесь вас как вызывают на борьбу, понимаете? Здесь хотят померяться писюшками с вами. Понимаете, конкуренция полезна, когда она здрава. А если, ну, вы птица, а приходится спорить с рыбой, ну, вы никогда не докажете. Даже нет, не так. Здесь знаете, как хочется мне сказать? Здесь вот
вот этот человек из прошлого, он как будто бы, вот знаете, с ним даже говорить, как играть в шахматы с голубем. Он раскидает все фигуры, обосрет доску и гордо улетит, считая, что он выиграл. Вот что здесь мне идет. Так, чего вам не следует предпринимать, теперь смотрим. Глупостей не делать. Не нужно обнулять отношения с прошлым. Мол, мы уже не те, а человек что-то понял, и теперь можно что-то с ним выстроить новое. Нет. Не нужно обнулять какую-то уже у вас состоявшуюся стабильность. Если вам говорят, вот откажись от этого, и вот то-то, то-то будет у нас. Нет. Здесь обнулят ваши пентакли, ваше богатство, ваши основания. Обнулят все то, что вы достигли сами. Не нужно переоценивать простые слова, смотрите за действиями, понимаете? Если просто языком трепятся, не нужно впадать в какой-то анализ, да, а вот если я вдруг уступлю, ну да, а вдруг у нас все получится. Нет, не получится. Вот по этому поводу вообще не нужно думать, вообще. Не нужно это даже, я не знаю, даже тратить доли секунды на это. Это глупо. Вы сливаете туда свой потенциал, свою энергию. Здесь ваша десятка пентаклей в отшельника уходит. Возможно, вы вообще... Ну, здесь куча вариантов, ребят, понимаете, все не говоришь. Может, вы мама, которая сама воспитывает ребенка, это раз. Может быть, вы были на какой-то работе, ушли от ненормального руководителя, да, на новой работе, а он теперь вас зовет обратно. Может, это ваш друг, который вас предал, понимаете? Здесь не суть важно, какая ситуация, каждый из вас уже подстроит ее под себя. Здесь ловите смысл. Не нужно планировать того, чему не суждено сбыться. Понимаете? Вот мне вот так вот идет. Вас за какие-то струны души заденут, понимаете? И вы все, вы в самокопание пошли, а вдруг, а если да кабы, понимаете, да во рту просли грибы. Но, увы и ах, не растут они никак. Так, смотрим пятый вопрос. В чем вам нужно не сдаваться в данной сложившейся ситуации? Ну, во-первых, больше времени проводите с теми людьми, с кем вам удобно. Здесь нужно чистку делать, защиты ставить, потому что хотят, чтобы вы потерпели поражение и смогли вам навязать свою волю. И здесь притупляют вашу интуицию, вашу связь с родом перекрывают. Ваш дар предвидеть события наперед. В чем нужно не сдаваться? Никакие трудные ситуации не должны поколебать ваше терпение, вашу методичность, ваше трудолюбие, вашу жажду победы. Никто и ничто не должен
мешать вам идти до конца и доводить задачи до конечной станции, понимаете? Вы должны оставаться стойким, а помощи можете искать именно с теми людьми, с кем вам хорошо. Да, это может быть и дом, и семья. Короче говоря, неважно кто даже, это люди, с кем вы чувствуете себя в гармонии. Люди, с которыми вы можете самореализовываться. Люди, которые стабильны, отдают столько же, сколько и вы в них вкладываете. В чем нужно не сдаваться? В том, что здесь, знаете, здесь десятка мечей, здесь могут и на семью, конечно, делать, и на ваши отношения с кем-то еще. Здесь могут ваши проекты на будущее обламывать. Просто вот знаете, вот видите препятствия, не отказывайтесь от проекта, уберите со своего пути препятствия. Так, самый оптимальный выход давайте посмотрим, какой для вас. Тайные знания, девочки и мальчики, защиты, защиты, еще раз защиты. Слушать внутренний голос, оставаться стабильным, контролировать себя, контролировать вообще все вокруг себя, обратиться к предкам духам вашего рода, что-то изучить, возможно, в эзотерике. Вы должны сейчас сосредоточить свое внимание на мечтах и на собственных инстинктах. Не слушайте, что вам говорят. Еще раз повторюсь, слушайте себя. Вы должны быть как вот этот медведь-гризли, с вершины видеть все. Вы должны проявить мудрость. Сочетать в себе правильную мужскую и женскую энергию, понимаете, интуицию и действие. Что-то вы здесь, какую-то ситуацию должны закрыть и завершить, знаете, потому что есть у вас некие иллюзии, либо на вас их наводят, понимаете, как будто вот рассказывают, как будет хорошо, но по факту вы не знаете, что на самом деле ждет вас в конце. У вас есть множество вариантов, и прежде чем вы выберете что-то одно, вы должны использовать вот эту жрицу и короля пентаклей своего, понимаете, как я уже описала, тайными знаниями изучить обстановку, прежде чем сделать окончательный выбор. Почему? Потому что здесь вы можете принять желаемое за действительное. Вы хотите, чтобы было так, как вам говорят или обещают, но здесь этого, возможно, не будет. И поэтому вы сейчас в таком состоянии, потому что вы не знаете, а стоит ли доверять. Так вот, интуицию слушать. Так, теперь смотрим, что вам нужно скрывать в данной ситуации. Вам нужен баланс. Что вам нужно скрывать, чтобы все было хорошо? Скрывать ваши доходы, ваш комфорт в том, что у вас есть денежка, что вы самодостаточны, что вы получаете свой успех, вы на своей вершине, так сказать, да, власти, триумфа. Вы должны скрывать те знания, которые вам будет передавать роду. Он вам покажет, как поступить справедливо.
Вы должны скрывать, что вы спокойны за свое будущее. Плоды своей работы скрывать. Скрывать, что вас люди любят, уважают и ценят. Иначе там начнется зависть, понимаете? Вы должны скрывать, что вы остаетесь при ясном уме. Что вы авторитарны, что вы имеете влияние на каких-то людей. Может, у вас там свой бизнес или что-то начинаете, да? Судя по тому, что вы простраивали. Вот это вам нужно скрывать. Суровое, жесткое осуждение руководства. Вот это вы должны скрывать. Озарение, как я уже сказала. Скрывать то, что вы себе простраиваете защиты. Если здесь еще также скрывать то, что вы свой финансовый канал прокачиваете, чистите. Никому об этом не говорите. Так, смотрим теперь, что у вас не получится. Не получится удержать баланс чувства и интеллекта. Здесь буря эмоций будет. Почему? Потому что не получится у вас избежать нападения на ваши ресурсы, на ваше новое начало, на ваши возможности. Здесь как и денежный план может быть, так и ваша сила воли, ваше творчество, понимаете? Богатство, не в том плане, как мы привыкли считать, да, на планете Земля в нынешнее время, а ваше внутреннее богатство, ваше изобилие, ваша жизненная сила во всем, которая вас приводит к 9 пентаклей, понимаете? К 10 пентаклей. И уже привела. Не получится вам еще, знаете что? Устроить бунт. Потому что эмоции возьмут верх. Не нужно этого вам делать. Не нужно на вот этот бунт и на нападение на кого-то. Выяснение отношений. Понимаете? Тратить свою энергию не стоит. Вас только качнут. С вас стянут энергию, а она вам сейчас нужна. В этой ситуации, которая вас интересует, и вы спрашиваете, у вас не получится амбиции свои прокачать. Лучше это все вбросить в другое русло. Здесь еще люди могут вас торопить в чем-то. Тем самым вы будете натыкаться, знаете, кто-то вас подгоняет, а вы натыкаетесь на препятствия. Поэтому, будьте осторожны. Что вас напугает? Напугало, да, а какой фактор напугает, но далее ничего не последует. Просто будут пытаться вас, опять же таки, прокачать эмоционально, да, дабы потянуть вас. Здесь будут пугать, что не один человек по вам работает, будут пугать вас. Да, будут пугать тем, что на вас будут наводиться какие-то деструктивные программы, но на самом деле вы только очищение души пройдете. Возможно, вам будут сниться какие-то кошмары. И этим вы тоже отработаете что-то. Здесь, понимаете, будут пугать вас тем, что у вас не получится с кем-то работать в команде. Не получится начать какой-то проект с кем-то, посотрудничать.
И здесь знаете, какие люди вам идут? Вот, да, будет ситуация, когда вот вы... Вот ваша судьба будет связана с другими. И опять же таки, видите, пентакли. Пентакли здесь идут отдельным, я не знаю, как вот отдельное такое энергетическое, понимаете, поток. Вот энергетический поток идет. И их пытаются, вот знаете, оно должно идти ровно, а его вот так вот тут дернут. Хотят выхватить, а не получается, и уже не знают, как от вас это забрать. Пытаются откусить, получают по голове, видимо, если уж этим пугать тут будут, понимаете? Мол, не получится у тебя. Не с правильными людьми ты сотрудничаешь. Мороки будут на вас наводить, понимаете, таким образом. Будут пытаться вас выбить из этой колеи, чтобы вот этот вот поток ровный, он у вас, вот знаете, вот такие колебания, в общем, его были. Пентакли — это не только деньги. Ребят, это наше проявление в физическом мире, понимаете, то, что нам доставляет уверенность в том, что мы нужны, что мы выполняем свою миссию, что мы, и себя мы наполняем через это, понимаете, здесь много чего. Будут вас этим просто пугать, пусть пугают, не обращайте внимания. Не все так плохо, как вам попытаются обрисовать эту картину, да, вот этим будут пугать, и давайте посмотрим, а что произойдет в реальности. Пусть они пугают, чем хотят, а что произойдет в реальности. Ну, пожалуйста, произойдет то, что вы получите шестерку пентаклей, доброжелательность от тех людей, с кем вы в команде хотите сотрудничать. Вы, отдаете и получаете. Здесь добросовестное взаимоотношение друг с другом в команде. Понимаете, здесь именно в команде ваше сотрудничество. Финансовая гармония будет. Ну да, негативные, деструктивные силы будут влиять, ребят. Здесь будьте осторожны, чтобы не впасть, знаете, во что? В иллюзорные зависимости. Можете впасть в материю, в похоть, в жадность. Или же ошибочно станете преданным кому-то. Все-таки здесь, вот знаете, они влияют на вас, вот эти вот недоброжелатели, да, из прошлого. Или же у вас воспоминания о них идут. Но эти воспоминания из прошлого, люди сейчас как-то, да, влияют в вашу жизнь. Вносят свои коррективы, мне хочется сказать. Но они таким образом все равно помогут вам проработать часть 15-го аркана, понимаете? Чтобы вы не были от чего-то или от кого-то зависимыми. Да. Да, ребят, вот эти вот нападки на ваш и финансовые каналы на вас, они, знаете, мне хочется сказать, что они больше вам пользы принесут по итогу, чем негатива, как планируют. Еще такой момент, ребята, будьте осторожны, подклад может быть, не принимайте подарки. Если ваша интуиция, притуплена сейчас, не принимайте подарков вообще, либо смотрите, от кого принимаете. Вот здесь как
вы выявите в своем окружении нечестных по отношению к вам личностей, у которых лишь денежный интерес, которые притворялись друзьями, притворялись близкими по духу вам. И здесь еще такой момент, 3 человека замешаны, вы в этой тройке, 3 человека, и тут тройка. В деньгах могут быть взлеты и падения сейчас на данный момент. Кто-то на вас действует, знаете, еще каким образом, ссылаясь. А вот помнишь, как нам было хорошо, да, до появления, допустим, вот этого вот человека. Вот так вот на вас еще могут влиять. Верх хотят над вами взять, чтобы вы начали думать так, как им удобно. Здесь, конечно, да, много чего идет. Я стараюсь общий поток брать. Но здесь вот четко вам могу сказать, 3 человека, уж я не знаю, кто у вас там может быть, вот 3 друга, 3 товарища вас, или 3 сестры, понимаете, тут может это и треугольники быть, естественно, могут и такое быть. Очень большие нападки на вашу стабильность, понимаете? Это и на то, что вы, может быть, жена, хотят, чтобы вы не были женой. Или же вообще ваши, ваш бизнес, ваши планы, как я уже сказала. Понимаете, основание, фундамент. Фундамент чего-то разрушить. И знаете, как сказать? Вот смотри, у тебя все рушится, потому что ты вот не с неправильным человеком или с неправильными людьми общаешься, а наоборот, негатив идет от вот этих вот людей. Они это делают, чтобы как бы кого-то выставить виноватым в ваших вот этих вот в вашей дисгармонии в жизни, понимаете? Еще, кстати, эти недоброжелатели могут, могут быть связаны с вашим домом, с вашей семьей, могут притворяться хорошими друзьями, соратниками, понимаете? Хорошо, давайте-ка я еще посмотрю, а чего они хотят этим добиться? Почему им так вот важно свернуть вас с пути вашей интуиции, да, связь с вашим родом вам перекрыть? Для чего им это? С кем-то, чтобы вы разорвали отношения, они хотят. Ну вот хочу посмотреть еще, вот, а для чего им это? Чего хотят добиться? Справедливости, власти над вами. По их мнению, это справедливо будет.
Короче говоря, они хотят добиться власти над вами, чтобы вы, знаете, были таким вот мягеньким, беленьким, пушистеньким, как вот ребеночек, да, исследовали, как бы, знаете, короче, что они хотят? Они хотят от вас больше эмоций, ну, чтобы вы глупо себя вели, много до чего не догадывались, да, были удобными. Хотят скорректировать вашу жизнь под себя. Как бы хотят добиться гармонии в семье, понимаете? Но здесь может быть и в коллективе. При этом, знаете, как могут прикрываться, чтобы вот мы же тебе благ желаем, и чтобы ты остался верным себе и своим личным ценностям. А каким ценностям, по их мнению? Ребят, здесь хотят люди, чтобы вы пожертвовали своими магическими способностями. Хотят вами проманипулировать. Здесь людям не нравится, что вы высказываете свое фе. Что вы идете не туда, куда им хочется, чтобы вы шли. Ну, это чистой воды маразм, знаете, это ну... Здесь еще могут проходить, вот знаете, как родители, которые не могут отпустить детей, да, во взрослую жизнь. Вот ребенок начал выходить из-под контроля. Обнуляют вашего внутреннего мага, понимаете? Это когда у вас есть все для достижения ваших целей. Хорошо, добьются они этого, и что они получат, как они считают? Странно, конечно. Они хотят этим доказать сами себе, что они способны через свою настойчивость добиться именно такой схемы общения с вами, которая выгодна в первую очередь им, и что это приведет к стабильным вашим эмоциям, к комфорту, к удовлетворению, что вы будете, ну... Что вы будете в них вкладываться? Что через вас или благодаря вам у них будет светлое будущее. Здесь неуверенные в себе личности, которые таким образом с помощью вас пытаются доказать сами себе, что они на что-то способны еще в этом мире. Вот как-то так, ребятки. Надеюсь, этот расклад вам помог разобраться в ситуации. Напишите мне, пожалуйста, ваши истории. Здесь у вас закончится, хотела задать вопрос вслух, но карта выпала сама, значит, так тому и быть. Здесь, ребят, прокачка вашей отваги, вашей внутренней силы. Здесь идет ваше воскрешение. Никто у вас не заберет ваши силы, если вы им не позволите. Вы при этом еще приручите своих внутренних каких-то демонов вот в этой ситуации благодаря этим людям. Вы научитесь отстаивать свое, не делиться с кем бы то ни было, если эти люди деструктивно на вас влияют. Да, то есть это из области
я буду срать сколько хочу, а ты все равно будешь добрым и хорошим по отношению ко мне. Потому что ты должен, потому что нас там что-то связывает, потому что мы же близкие, а не чужие люди. Это тоже бред. Это просто наглое использование ваших ресурсов, вашей жизни. Просто не дают проживать вам вашу жизнь и становиться взрослым. Вы преодолеете много каких своих страхов. Здесь такое, знаете, просто, короче говоря, непросто будет. И есть уже непросто, но вы справитесь. Если захотите, справитесь с абсолютно всеми вот этими ребятами, да. Все у вас получится. Да, нелегко будет, да, нужно будет постараться, сделать правильные выводы, научиться слушать себя и много чего. Но вот такой вот у вас, видимо, жизненный урок на данном промежутке времени. Ну, а я вам желаю добра этого мира. Пока-пока.